Лиза стояла на перроне Казанского вокзала, и ее дыхание сливалось с холодным московским воздухом, образуя облачко пара. Вечер был сырой, осень пахла мокрыми листьями и далекими мечтами, которые она давно похоронила. Ее сердце билось неровно, не от холода, а от предчувствия, будто этот поезд уведет ее не просто в Петербург, но в новую жизнь. Она поправила шарф, пряча лицо от ветра, и вдруг заметила ее. Девушка в черной кожаной куртке стояла у вагона, небрежно облокотившись на поручень. Ее короткие черные волосы слегка растрепались, а глаза, темные, глубокие, как ночное небо над Невой, смотрели прямо на Лизу. Этот взгляд был таким пронзительным, что Лиза замерла, забыв, как дышать. Словно весь мир сжался до этой точки, где их глаза встретились. «Ты садишься или будешь стоять, как статуя?» Голос девушки был низким, с легкой хрипотцой, и в нем сквозила насмешка, но не злая, а теплая, почти ласковая. Лиза очнулась, чувствуя, как щеки горят. Она пробормотала что-то невнятное и поспешила к вагону. Ее чемодан, старый и потрепанный, зацепился за ступеньку, и девушка в куртке, не говоря ни слова, подхватила его, легко забросив внутрь. Лиза пробормотала «спасибо», но незнакомка только улыбнулась уголком губ и исчезла в глубине вагона. Поезд тронулся, и Лиза устроилась у окна, глядя на мелькающие огни Москвы. Ее мысли путались. Она ехала в Петербург, чтобы начать все с нуля. Новая работа, новая квартира, новая жизнь. После года боли, после предательства, после того, как ее сердце разбили на куски, она обещала себе не влюбляться. Никогда. Но этот взгляд, он был как удар тока, как обещание, которое она не просила, но уже хотела. Вагон был полупустым, и Лиза надеялась, что останется одна. Но через несколько минут та самая девушка вошла в ее купе, бросив рюкзак на полку напротив. «Аня», — представилась она, протягивая руку. Ладонь была теплой, а улыбка — опасно притягательной. «Лиза», — ответила она тихо, чувствуя, как голос дрожит. Аня села, скрестив ноги, и достала из рюкзака книгу. Лиза украдкой взглянула на обложку «Достоевский, идиот». Ее брови невольно приподнялись. Аня заметила это и усмехнулась. Что, не ожидала, что девчонка в кожанке читает классику? Лиза смутилась, но ответила честно. «Просто ты не похожа на тех, кто читает Достоевского. А ты не похожа на тех, кто едет в Питер с таким грустным взглядом», парировала Аня, и ее глаза снова поймали Лизины, будто держали их в плену. Разговор завязался сам собой. Аня оказалась художницей, путешествующей между Москвой и Петербургом в поисках вдохновения. Она говорила о своих картинах с такой страстью, что Лиза невольно представила ее за мольбертом, с пятнами краски на руках и той же дерзкой улыбкой. Лиза же поделилась, что едет в Петербург, чтобы работать редактором в небольшом издательстве. Она не упомянула о прошлом, о боли, о том, как ее бывшая девушка разбила ей сердце. Но что-то в голосе Ани, в ее легкой насмешке и искреннем интересе заставляло Лизу чувствовать себя живой. Ночь в поезде была долгой. Они говорили о книгах, о музыке, о том, как Петербург пахнет морем и свободой. Аня рассказала, как однажды рисовала закат над Невой, стоя под дождем, и как краски текли по холсту, смешиваясь с водой. Лиза слушала, затаив дыхание, и впервые за долгое время чувствовала, что ее сердце бьется не только от боли. Когда поезд замедлил ход, подъезжая к станции, Лиза поняла, что не хочет, чтобы эта ночь заканчивалась. Аня, словно прочитав ее мысли, наклонилась ближе и сказала: «Питер большой, но я найду тебя. Если ты, конечно, не против». Лиза не ответила, она не могла. Ее сердце колотилось так громко, что, казалось, Аня могла его услышать. Она лишь кивнула, и Аня, улыбнувшись, вышла из вагона, оставив за собой запах кожи и чего-то неуловимо теплого.
Лиза стояла на перроне московского вокзала в Петербурге, вдыхая холодный воздух, пропитанный солью и ветром. Ее мысли все еще были в том купе, где Аня смотрела на нее так, будто знала все ее тайны. Она сжала ручку чемодана, пытаясь убедить себя, что это была просто случайная встреча, мимолетный момент, который ничего не значит. Но сердце знало лучше. Новая жизнь в Петербурге началась с суеты. Лиза поселилась в маленькой квартире на Васильевском острове, с окнами, выходящими на узкий канал. Работа в издательстве оказалась сложнее, чем она ожидала. Бесконечные рукописи, требовательные авторы, дедлайны, которые поджимали, как осенний дождь. Но каждый вечер, возвращаясь домой, она думала об Ане. Ее улыбка, ее голос, ее взгляд — все это было как мелодия, застрявшая в голове. Однажды, спустя неделю, Лиза зашла в небольшую галерею на Невском, чтобы укрыться от дождя. Она бродила среди картин, не особо вглядываясь, пока не остановилась перед одной. Это был портрет девушки с длинными волосами, сидящей у окна. Лицо на картине было размытым, но в ее позе, в том, как свет падал на ее плечи, было что-то до боли знакомое. Лиза взглянула на подпись в углу «А. Коваленко». «Нравится». Голос за спиной заставил ее вздрогнуть. Она обернулась и увидела Аню. Та стояла, скрестив руки, с той же дерзкой улыбкой, но в глазах было что-то новое, мягкость, почти уязвимость. «Это ты нарисовала?» Лиза указала на картину, пытаясь скрыть волнение. «Да», — Аня шагнула ближе. «Это про одну девушку, которую я встретила в поезде». Она смотрела в окно так, будто искала ответы на все вопросы мира. Лиза почувствовала, как кровь прилила к щекам. Она хотела что-то сказать, но слова застряли в горле. Аня, словно почувствовав ее замешательство, предложила: «Пойдем выпьем кофе. Здесь неподалеку есть местечко, где варят лучший латте в Питере». Они сидели в маленьком кафе, где пахло свежесваренным кофе и корицей. Аня рассказывала о своей жизни, как она росла в маленьком городке под Новгородом, как сбежала в Петербург, чтобы стать художницей, как ее семья до сих пор не принимает ее выбор. Лиза слушала, и с каждым словом Аня становилась ближе, реальнее. Она поделилась своей историей, о Москве, о работе, о том, как ее сердце разбили. Аня не перебивала, только смотрела, и в ее взгляде не было осуждения, только понимание. «Знаешь», — сказала Аня, когда Лиза замолчала, — «я верю, что некоторые встречи не случайны. Как будто судьба дает нам шанс что-то исправить». Лиза хотела возразить, сказать, что не верит в судьбу, но что-то в голосе Ани, в ее теплых глазах, заставило ее промолчать. Они гуляли по набережной, под холодным питерским небом, и Лиза впервые за долгое время почувствовала, что не одна. Но их встречи не были безоблачными. Петербург, несмотря на свою красоту, был городом, где взгляды прохожих могли быть холоднее ветра. Однажды, когда они шли, держась за руки, Лиза заметила, как пара пожилых женщин посмотрела на них с неодобрением. Она инстинктивно попыталась выдернуть руку, но Аня сжала ее сильнее. «Пусть смотрят», — сказала она тихо, но твердо. «Мы никому ничего не должны». Лиза кивнула, но в ее груди рос комок страха. Она знала, что в России их чувства — это вызов, риск, который не все готовы принять. Аня, казалось, не боялась ничего, но Лиза не могла избавиться от мысли о том, что будет, если их секрет раскроется. Прошел месяц, и Лиза с Аней стали частью жизни друг друга. Они встречались в кафе, гуляли по ночному Петербургу, делились мечтами и страхами. Аня показывала Лизе свои картины, а Лиза читала ей отрывки из рукописей, которые редактировала. Их связь становилась глубже, но Лиза все еще боялась назвать это любовью. Слишком свежи были раны, слишком велик был страх снова довериться. Однажды Аня пригласила Лизу на выставку, где должны были показать ее работы. Лиза волновалась, словно это была ее собственная премьера.
Галерея была полна людей, богемные художники, критики, случайные посетители. Лиза стояла у одной из картин Ани, пейзажи Невы, где закат отражался в воде, как осколки стекла. Она чувствовала гордость за Аню, но в то же время тревогу. Что, если кто-то догадается? Что, если их взгляды, их прикосновения выдадут их? Аня, как всегда, была в центре внимания. Она шутила с гостями, отвечала на вопросы критиков, но ее глаза то и дело находили Лизу в толпе. В какой-то момент она подошла, взяла Лизу за руку и шепнула: «Пойдем, я хочу показать тебе кое-что особенное». Они прошли в дальний угол галереи, где висела небольшая картина, укрытая тканью. Аня сняла покрывало, и Лиза замерла. Это был ее портрет, неточный, но узнаваемый. Она сидела у окна поезда, ее глаза были полны тоски, но в них был свет, которого Лиза сама в себе не замечала. «Это ты», — сказала Аня тихо. «Такой я тебя увидела в ту ночь». Лиза не могла говорить. Ее горло сжалось от эмоций. Она хотела обнять Аню, но вокруг были люди, и страх снова сковал ее. Аня, словно почувствовав это, сжала ее руку и улыбнулась. «Не бойся, Лиза. Я с тобой». Но страх не отпускал. На следующий день Лиза получила сообщение от коллеги, которая видела ее на выставке. «Ты с той художницей?» «Выглядела странно», — писала она. Лиза почувствовала, как ее сердце сжалось. Она знала, что в ее издательстве не все готовы принять ее такую, какая она есть. Россия была не тем местом, где можно было открыто любить. Аня, напротив, казалась непробиваемой. Она рассказывала Лизе о своих друзьях, таких же художниках, которые жили свободно, несмотря на осуждение. Но Лиза не могла быть такой. Ее воспитание, ее семья, ее прошлое — все это держало ее в клетке страха. Она начала избегать Ани, придумывая отговорки, чтобы не встречаться. Однажды вечером Аня пришла к ней домой без предупреждения. Она стояла под дождем, мокрая, но с той же теплой улыбкой. «Лиза, ты не можешь прятаться вечно», — сказала она, шагнув внутрь. «Я знаю, тебе страшно. Но я не уйду, пока ты не скажешь, что не хочешь меня видеть». Лиза молчала, глядя в пол. Ее сердце разрывалось между желанием быть с Аней и страхом последствий. Она знала, что если сделает шаг навстречу, пути назад не будет. Лиза стояла у окна, глядя на дождь, который барабанил по стеклу. Аня сидела на диване, терпеливо ожидая ответа. Тишина была тяжелой, но в ней было что-то живое, как будто она сама была частью их истории. «Я не знаю, как это сделать, Аня», — наконец сказала Лиза, и ее голос дрожал. «Я хочу быть с тобой, но я боюсь. Боюсь, что нас осудят, что я потеряю работу, что моя семья отвернется». Аня встала и подошла к ней. Она взяла Лизу за плечи, заставив посмотреть ей в глаза. «Лиза, я тоже боюсь», — сказала она тихо. «Но я скорее буду бояться рядом с тобой, чем жить без тебя». Эти слова были как удар. Лиза почувствовала, как слезы подступают к глазам. Она хотела оттолкнуть Аню, убежать от этого чувства, но вместо этого шагнула вперед и обняла ее. Впервые за долгое время она позволила себе почувствовать тепло другого человека, его дыхание, его сердцебиение. Их поцелуй был робким, но в нем была вся правда, которую Лиза так долго прятала. Она чувствовала, как стены, которые она строила вокруг своего сердца, рушатся. Аня была ее убежищем, ее смелостью, ее надеждой. Но реальность не заставила себя ждать. На следующий день Лиза узнала, что ее коллега рассказала о выставке начальству. Ее вызвали на разговор, и хотя никто прямо не сказал, что причина в ее дружбе с Аней, намеки были очевидны. Лиза чувствовала, как ее мир сужается.
Она любила свою работу, но еще больше она начинала любить Аню. Как выбрать между сердцем и безопасностью? Аня, узнав об этом, была вне себя. Она предложила Лизе уехать, не из Петербурга, а из России. «В Европе мы могли бы быть собой», — сказала она, ее глаза горели решимостью. «Я знаю, это страшно, но я не хочу, чтобы ты жила в страхе». Лиза молчала. Уехать? Оставить все, семью, друзей, работу? Это было слишком. Но мысль о том, чтобы потерять Аню, была еще страшнее. Они решили дать себе время. Они продолжали встречаться, но теперь тайно, избегая людных мест. Лиза чувствовала себя преступницей, но каждый момент с Аней был как глоток свободы. Они гуляли по пустынным набережным, сидели в маленьких кафе, где никто не знал их имен. Аня рисовала Лизу, а Лиза писала стихи, которые никогда никому не показывала. Их любовь росла, но с ней рос и страх. Однажды ночью, когда они лежали в темноте, Аня прошептала: «Если бы я могла, я бы нарисовала весь мир для тебя. Но я хочу, чтобы ты была счастлива, даже если это будет без меня». Лиза сжала ее руку. Она знала, что решение неизбежно. Но пока она просто хотела быть здесь, в этом моменте, где была только Аня и ее теплый голос. Зима пришла в Петербург, укрыв город снегом и тишиной. Лиза и Аня продолжали встречаться, но их отношения становились все более напряженными. Страх Лизы рос с каждым днем. Она замечала, как коллеги перешептываются за ее спиной, как ее начальник стал холоднее. Однажды она нашла на своем столе анонимную записку «Будь осторожнее». Это было предупреждение, и оно леденило кровь. Аня, напротив, становилась все смелее. Она организовала еще одну выставку, посвященную любви, свободе и правде. На одной из картин была изображена пара, две женщины, держащиеся за руки под звездным небом. Лиза знала, что это их история, и это пугало ее так же сильно, как восхищало. «Ты не боишься?» — спросила она Аню однажды, глядя на картину. «Боюсь», — ответила Аня. «Но я устала прятаться. Я хочу, чтобы мир знал, что я тебя люблю». Эти слова были как нож. Лиза хотела того же, но страх был сильнее. Она начала отдаляться, придумывая отговорки, чтобы реже видеться. Аня чувствовала это, но не сдавалась. Она приходила к Лизе, приносила кофе, оставляла записки с рисунками. Но напряжение росло. Однажды Лиза получила звонок от матери. Она редко звонила, и ее голос был холодным. «Лиза, до меня дошли слухи», — сказала она. «Ты с какой-то девушкой?» «Это правда?» Лиза замерла. Она солгала, сказав, что это просто дружба, но ее голос дрожал. Мать молчала, а потом сказала: «Не позорь семью». Эти слова эхом отдавались в голове Лизы. Она любила Аню, но мысль о том, чтобы потерять семью, работу, свою жизнь, была невыносимой. Она начала избегать Ани еще больше, игнорируя ее сообщения, отказываясь от встреч. Аня не сдавалась. Она пришла к Лизе ночью, под снегопадом, и постучала в дверь. «Лиза, открой», — ее голос был полон боли. «Я знаю, что ты боишься, но не отталкивай меня». Лиза открыла дверь, и они стояли, глядя друг на друга. Снег таял на волосах Ани, и ее глаза были полны слез. «Я не могу так, Аня», — прошептала Лиза. «Я не такая смелая, как ты». Аня шагнула вперед и обняла ее. Они стояли так долго, пока снег не покрыл их плечи. Лиза знала, что это может быть их последняя ночь вместе, и это разрывало ее сердце. Весна пришла в Петербург, но для Лизы она была холоднее зимы.
Она прекратила общение с Аней, заблокировав ее номер, избегая мест, где они могли встретиться. Ее жизнь стала серой: работа, дом, одиночество. Но каждый вечер она думала об Ане, о ее улыбке, о ее картинах, о том, как ее голос звучал в ночи. Однажды Лиза получила письмо. Это была открытка с изображением Невы, а на обратной стороне — почерк Ани: «Я уезжаю. Если передумаешь, ты знаешь, где меня найти». Лиза сжала открытку так сильно, что бумага смялась. Она знала, что Аня уезжает в Берлин, где ее ждала выставка, возможно, новая жизнь. Лиза пыталась жить дальше. Она погрузилась в работу, стараясь забыть. Но каждый раз, проходя по набережной, она видела тени их прогулок. Каждый раз, заходя в кафе, она искала Аню в толпе. Ее сердце кричало, но разум заставлял молчать. Однажды она наткнулась на статью в интернете. Это была рецензия на выставку Ани в Берлине. Критик писал о ее картинах как о «крике свободы, пропитанном любовью». Лиза смотрела на фотографии картин, и ее сердце сжалось. Одна из них была их, две фигуры, держащиеся за руки под звездами. Лиза поняла, что не может больше бежать. Она купила билет в Берлин. Это было импульсивное решение, но впервые за месяцы она почувствовала, что делает что-то правильное. Самолет приземлился в холодный весенний день, и Лиза, сжимая адрес галереи, пошла искать Аню. Галерея была полна людей, но Лиза сразу увидела ее. Аня стояла у своей картины, ее волосы были чуть длиннее, но взгляд тот же, что в ту ночь в поезде. Она обернулась, и их глаза встретились. На этот раз Лиза не отвела взгляд. «Ты пришла», — сказала Аня, и ее голос дрогнул. «Я не могла иначе», — ответила Лиза, чувствуя, как слезы текут по щекам. Они стояли, глядя друг на друга, и мир вокруг исчез. Лиза знала, что сделала шаг в неизвестность, но рядом с Аней она была готова к любому пути. Берлин встретил Лизу шумом улиц и свободой, которой она никогда не знала. Аня взяла ее за руку, и они гуляли по городу, где никто не смотрел на них с осуждением. Лиза чувствовала, как ее сердце оживает. Они говорили обо всем, о прошлом, о страхах, о том, что будет дальше. Аня рассказала, как тяжело ей было уезжать, как она надеялась, что Лиза найдет в себе силы. Лиза призналась, как боялась потерять все, но поняла, что без Ани ее жизнь пуста. Они смеялись, плакали, обнимались под звездами, и Лиза впервые почувствовала, что дом — это не место, а человек рядом. Но прошлое не отпускало. Лиза знала, что вернуться в Россию будет сложно. Ее семья, ее работа, ее жизнь — все осталось там. Она написала матери длинное письмо, рассказав правду о себе, об Ане, о своей любви. Ответа не было, но Лиза не жалела. Она выбрала себя. Аня помогла ей устроиться в Берлине. Лиза нашла работу в небольшом издательстве, переводя русские книги на немецкий. Аня продолжала рисовать, и ее картины становились все известнее. Они снимали маленькую квартиру, где пахло красками и кофе, и каждый вечер засыпали, обнимая друг друга. Но были и трудности. Лиза скучала по России, по ее запахам, по ее небу. Иногда она просыпалась ночью, думая о матери, о том, простит ли она ее когда-нибудь. Аня была рядом, держала ее за руку, напоминая, что они вместе. Однажды Аня подарила Лизе картину, их портрет, где они стояли на мосту, глядя на звезды. «Это мы», — сказала Аня. «И это навсегда». Лиза улыбнулась, чувствуя, как ее сердце наполняется теплом. Она знала, что их путь не будет легким, но он был их. Год спустя Лиза и Аня стояли на мосту в Берлине, глядя на реку Шпрее. Город сиял огнями, и в воздухе пахло весной.
Лиза держала Аню за руку, чувствуя, как их пальцы переплетаются, как их сердца бьются в унисон. Их любовь пережила страх, расстояние, осуждение. Они научились быть собой, несмотря на все. Лиза все еще получала редкие письма от матери, короткие и холодные, но в них появлялась надежда, намеки на то, что время может смягчить ее сердце. Аня продолжала рисовать, и ее выставки собирали толпы. Лиза работала над книгой, историей о двух девушках, которые нашли друг друга в поезде и изменили свою жизнь. Они не знали, что будет дальше. Может быть, они вернутся в Россию, когда мир станет добрее. Может быть, они останутся в Берлине, строя свою жизнь. Но они знали одно — они вместе, и это главное. «Помнишь тот поезд?» — спросила Аня, глядя на звезды. «Как будто это было вчера», — ответила Лиза, улыбаясь. Они стояли молча, слушая город, слушая друг друга. Их любовь была не просто историей, она была вызовом, надеждой, доказательством того, что даже в самом темном мире можно найти свет. Их взгляды снова встретились, как в ту первую ночь, и Лиза знала, что этот взгляд останется с ней навсегда.